Всех приветствую! Сегодня я бы хотел рассказать про тему оптимизация приложений. Не так давно я столкнулся с проблемой на своем аппарате от компании Samsung. Проблема заключалась в том, что когда приложение уходит в фоновый режим, или, например, когда гаснет экран, приложение перестает выполнять те или иные процедуры. Ну, например, находимся мы в Телеграме, там слушаем голосовые сообщения, экран погас, и через небольшой промежуток времени голосовое сообщение прекратится. Также WhatsApp, если мы разговариваем с кем-то, по истечению некоторого времени экран гасится и, соответственно, связь обрывается. То есть система не дает приложению работать в фоновом режиме. Я на самом деле звоню неоднократно в Samsung, потому что это их продукт, и в интернете много информации искал. В интернете нашел только лишь о том, что в Samsung можно приложение отправлять в спящий режим, а если приложение не отправлено в спящий режим, то оно должно работать в фоновом режиме. Но почему-то это не так. И Samsung то же самое говорил, что все должно быть так. Тогда я позвонил Samsung и спросил, а каким образом сделать так, чтобы приложение работало принудительно в фоновом режиме. И вот это у Samsung есть такая опция. Сейчас я бы хотел это показать. Но перед началом хочу сказать, что все мои еженедельные видеоподкасты вы можете найти на YouTube канале Мир без границ или в Telegram канале Blindcast, пишется с большой буквы в одно слово. Кому интересно, пишите, оставляйте комментарии. А теперь я иду в настройки. Страница 5. Прямая расшифровка. Часы. Страница 2 из определитель обои. Настройки. Так, дальше иду, получается, в приложение. Отключение, звук, диск, обои, экран, дометр, учет, Google, дополнительное использование, обслуживание, приложение по умолчанию. Зашел в приложение, дальше нахожу пункт 3 точки. Все. Он озвучивается на всех телефонах по-разному, у кого-то озвучивается как кнопка «Еще», у кого-то озвучивается как другие параметры. Но у меня он озвучивается на Samsung как другие параметры. Переход и приложение. Поиск приложений. Другие параметры. Дальше захожу. Сортировать приложение. Разрешение показать особые права доступа. Вот сюда. Переход. Оптимизация. Администратора устройств. Оптимизация расхода. Захожу в оптимизация расхода. Переход. Поиск приложений. Раскрывающий все список. Неоптимизированные. Захожу сюда и выбираю кнопочку «Все». Выбрано. Неоптимизированные. Не выбрано. Все. Все. И теперь у меня практически на всех стоят галочки «Включено». Вот если тут стоит галочка «Включено», это означает, что приложение не будет принудительно работать в фоновом режиме. 1.1. 2 ГИС. 196 мегабайт. ВКЛ. 4G Switcher 205 килобайт. ВКЛ. Соответственно, вот все они у меня принудительно не работают, поэтому сейчас я лишь промотаю вперед, чтобы показать, что приложение Telegram, Telelight и тому подобное я отключил галочку. Но хочу также показать, что здесь... Включите раскрывающий все список. Поиск приложений. Кнопка. Есть кнопка поиска. И чтобы не мотать все эти приложения, можно просто написать название и уже поиск названия его найти. Но поскольку я английским языком не очень владею, не знаю, как слово Telelight пишется, поэтому мне проще будет промотать.
Nox контейнер. Samsung. Шорткин. Сплит. Серф. Мифи. 20,40. Туталком. Тинков. Таймзона. Фандервип. Тизерингот. Дилейлет. 155 мегабайт. Выкл. Вот, у меня он Изменить. выключен. Дилейлет. 129 мегабайт. Выкл. У меня он Изменить. тоже выключен. Далее, значит, получается, еще покажу, что у меня приложение WhatsApp также выключено. Телеграм. 107. Тифан. Тин. Тутал. VSP Aqua. Ваведитор. Выргумен. WhatsApp. Wi-Fi. WhatsApp. 79,80 мегабайт. Выкл. Вот, у меня WhatsApp Изменить. тоже выключен. Все. Таким образом, приложение WhatsApp, Telelight, купленный, Telelight не купленный, у меня работают без проблем. Соответственно, вы тоже в этом списке можете приложения, которые вам нужны, поставить на то, чтобы они работали принудительно в фоновом режиме. А для меня также, почему было важно поставить Telelight, чтобы он работал принудительно, потому что я часто делаю выгрузку различных файлов больших. И к тому же надо, чтобы это все работало, потому что если экран гаснет и он перестает работать, то выгрузка файлов, она перестает выгружать файлы. Соответственно, Skype, возможно, кому-то нужен, чтобы работал в фоновом режиме. Облачные какие-то хранилища или архиватор. Ну, в общем, все, что вам тут нужно, вы можете поставить. На этом, я думаю, что можно завершать. Я надеюсь, что мне удалось донести информацию, которую я хотел до каждого человека. Ну, свои замечания, пожелания пишите, как я уже и говорил ранее, в Телеграме или на YouTube канал. Всем удачи!